Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Много поступает в комментариях просьб от вас снять простые элементарные блюда, которые готовятся в домашних условиях легко и просто, в то же время сытно и дешево. Думаю, вот с этого момента я начну серию рецептов, которые можно использовать в повседневной жизни, готовить на обед, на ужин, просто дешево и элементарно. Сегодня у нас в рецепте гуляш с макаронами. Для гуляша нам понадобится: я взял кусок свинины, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока. Для загущения потребуется мука, также томат-паста. Из основных специй соль, перец, лавровый лист. Из дополнительных я взял кориандр, хмель сунели, аджику. На гарнир у нас пойдут обычные макароны. Можете взять любые, какие вам формы нравятся макарон, там рожки, бантики, ракушки, любые. Хоть вермишель, хоть картофельное пюре к этому гуляшу подойдет. И для обжарки овощей и мяса нам потребуется растительное масло. Приступим. Сейчас подготовим все овощи и мясо и начнем готовить. Нарежем мясо. Мясо можете брать любое, что говядину, что баранину. Можно также сделать гуляш с индейкой, с курицей. Какое любите, такое мясо и готовите. Нарезаем некрупными кусочками, чтобы у нас мясо оставалось в то же время сочным и не сухим. Я взял шею, но вы можете взять и окорок, и корейку, любую часть, лопаточную. Дорезаем вот таким небольшим кубиком. Опять же, количество продуктов из-за расчета на количество едоков. Я думаю, данного количества мне мяса будет достаточно. Лук нарезаем мелким кубиком. Тут тоже роли не играет. Можете полукольцами, четверть кольцами резать. Кому вот как нравится. Он все равно у нас будет готовиться почти час. Лук у нас растомится, потеряет свою форму. Лук я нарезал. Отправляем. Морковь натрем на крупной терке. Можно нарезать соломкой. Я считаю, не стоит париться. Сладкая морковка. Отправляем морковку к луку. Нарежем чеснок. Можете через пресс выдавить. Тоже не принципиально. Отправим чеснок тоже сюда, рядом с луком. Он понадобится нам в самом конце. Все, я подготовил мясо, овощи. Сейчас включим плитку и будем готовить. Дорогие друзья, все у нас подготовлено. Для начала я запассерую муку на нагретой сковороде, так как гуляш у нас будет красного цвета. Муку пассируем, помешивая, обжариваем до коричневого цвета. Можно спассеровать муку с жиром или с маслом, можно на сухую. Берете обычную толстостенную сковородку, нагреваете, выкладываете на нее муку и, помешивая, доводите ее до такого кремового цвета. Смотрите, чтобы она у вас не пригорела. При пассировке у муки появляется цвет и такой своеобразный хлебный вкус. Мука уже начинает менять свой цвет. Это говорит о том, что она у нас еще немного и готова будет. Все, мука готова. Пересыпаем ее в отдельную посуду. Гуляш можно делать как в сотейнике, в кастрюльке. Я буду делать все это в сковороде. Наливаем грамм 40 масла. Даем ему время прогреться. Отправляем в разогретое масло мясо.
И обжарим его со всех сторон. Придаем ему карамельную такую корочку. Прижариваем мясо со всех сторон. На этом этапе не солим, не перчим, ну, не добавляем никаких специй. Мясо прижарили, отправляем лук. Минуты 2 обжариваем лук. Отправляем через 2 минуты морковь. Морковь 1,5-2 минуты. Чуть-чуть спассеруем. Добавим ложку томат пасты. И немного ее прижарим. Освободим место на дне сковородки. Томат пасту прижарим для того, чтобы не было изжоги. На данном этапе можно добавить бульон. Я добавляю обычную кипяченую воду. Грамм 200 воды будет достаточно. Убавляем нагрев. Накрываем крышкой и оставляем тушиться минут на 40. Потом продолжим. Дорогие друзья, прошло 40 минут. Теперь добавляем специи. Отправляем 2 лавровых листа. По вкусу четверть ложки черного перца. Соли 2 чайные ложки. Но это вы по вкусу. Это те специи, которые классические. Я же еще добавляю чайную ложку хмели сунели. Для остроты четверть ложки аджики. Мне нравится кориандр. Чайную ложечку кориандра в зернах. Перемалываю. Отправляю. Все перемешиваем. Пробуем на вкус. По соли, по перцу. Возьмем 1 столовую ложку спассерованной муки. Разведем, чтобы не было комочка. Мукой регулируем консистенцию в зависимости от объема бульона. Кто-то любит погуще, кто-то пожиже. Все отлично. Оставляем еще на 10 минут, а тем временем сварим макароны. В кипящую воду отправляем из расчета на 1 литр воды примерно 10 граммов соли. Объем воды должен быть больше объема макарон в 3-4 раза. Перемешиваем. Даем закипеть и варим до готовности. В зависимости от сорта макарон это может быть 15-20 минут. Опять же, как вы любите макароны. Кто-то любит аль денте, кто-то любит, чтобы разваренные. Я вот в каких-то рецептах люблю, чтобы макароны были аль денте, а вот с гуляшом, чтобы они были такие разваренные. Мясо у нас готово практически. Отправляем чеснок. Если вам нравится зелень, можете добавить зелень. Но я вот гуляш люблю в чистом виде, чтобы он был без зелени. Вот такая вот консистенция у нас получилась. В общей сложности гуляш готовился час. Друзья, гуляш у меня готов. Сейчас подготовим макароны. Готовят макароны каждый до того состояния, которое вы любите. Кто-то любит аль денте, кто-то, чтобы были поразваристей. Сливаем. На данном этапе можно добавить как оливкового масла, можно промыть, можно добавить сливочного масла, как вам нравится. Я добавлю оливкового масла, перемешаю их. Готовые макароны перекладываем обратно в сотейник. Вот так в течение часа можно приготовить гуляш с макаронами. Накладываем макаронки.
гуляша. Люблю, чтобы подливы было побольше. Так вот будет достаточно. Дорогие друзья, вот такой гуляшик с макаронами я приготовил. И вот так вот люблю размешать. Ни к чему мне вилка. Я буду есть его ложкой. Сразу детство вспоминаю. Гуляш был и в школьных столовых, и в детском саду. Правда, он не был таким вкусным. Почему-то вот у меня гуляш ассоциируется именно с макаронами. С рожками. По идее, гарнир можно любой, какой вы любите, гуляшу. Я люблю макароны. Вкусно, просто. Как многие просили. Главное, минимум ингредиентов. Мясо разварилось как надо. В классическом рецепте соль, перец, лавровый лист. Но я добавляю, потому что люблю кориандр, хмели сунели. Это не обязательные специи. И аджичку для остроты. И вкус совсем совершенно другой меняется. Ну, кто не любит острое, можете аджику не добавлять. Я думаю, дети все любят. Макароны это точно. Гуляш тоже. Даже, думаю, не только дети, но и взрослые. Так что, друзья, готовьте. Рецепт несложный, простой. Ингредиентов не так много. Минимум, можно сказать. У нас мясо да макароны. А остальное все по классике. На этой вкусной ноте, по традиции, я хочу поздравить всех, у кого сегодня день рождения. Пожелать вам здоровья, счастья, любви, мои дорогие. Светлого, чистого неба над головой. Тепла и уюта в ваших домах. Здоровья вашим близким, детям, родителям. Будьте добрее, будьте милее. Будьте отзывчивее, и вам воздастся. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. До скорых рецептов, до новых встреч. С вами был Волоха. До свидания.